Спустя месяц войны мы, увы, должны сказать, что толком ничего не знаем. Не в том смысле, что не знаем, кто здесь агрессор, а кто ведет настоящую отечественную войну. Не кто прав, а кто виноват. В этих дефинициях все понятно. Агрессор – Россия, а защищается Украина. Но мы ничего не знаем о потерях. Все, на что мы можем ориентироваться, это на сообщения западных разведок. Они нам говорят, что Россия потеряла не менее 300 танков. Что такое 300 танков? Если ориентироваться на советскую организационно-штабную структуру, то 300 танков это 3 танковых полка. Это целая танковая дивизия. За 8,5 лет войны в Ираке американская армия потеряла менее 5000 человек. Если измерять в величинах тех же танковых полков, просто чтобы у нас было сравнимое со сравнимым, то американцы потеряли 3 танковых полка. За 8,5 лет, если просто пересчитывать по всем потерям в живой силе. Россия же потеряла одной техники на целую дивизию всего за месяц. Погибших людей считать трудно, но разбитый танк, бронетранспортер, боевая машина пехоты – значительные объекты, которые видны на фотографиях. Их можно собирать и считать. Экипаж одного танка типов Т-72, Т-90 или Т-80, которые стоят на вооружении российской армии, это 3 человека. То есть 300 танков это 900 человек. Не значит, что 900 человек погибли. Часть людей могла эвакуироваться, кого-то могли в плен взять, часть техники могла быть брошена. Но это просто для представления масштабов. Танки не ездят сами по себе. Танки – часть тактических формирований. Сегодня мы точно знаем, что основная тактическая единица вооруженных сил России в украинском вторжении – это батальонно-тактическая группа, в каждую из которых входит лишь одна танковая рота. Танковая рота – это 10 танков. Если то, что спецслужбы стран НАТО говорят западным изданиям, правда, а у нас нет поводов им не верить по прежнему опыту, то Россия лишилась танков как минимум в 30 своих батальонно-тактических группах. То есть примерно четверть от имеющихся формирований полностью лишились танков. Простой экстраполяции мы получим никак не менее 3000 погибших лишь за 1 месяц. И это просто очень приблизительная и самая минимально возможная прикидка. Все, что мы точно понимаем за первый месяц боев, укладывается в одну фразу. Никогда и ни в каких боевых действиях ни советская, ни российская армия после 1945 года не несла таких потерь. Таких потерь в технике и таких потерь в живой силе. У нас, к сожалению, много охотников порассуждать на тему «а вот американцы». А вот американцы бомбили Белград, а вот американцы вторглись в Ирак и в Афганистан. Но даже если встать на их совершенно аморальную позицию, забыть о том, что российская армия ведет захватническую войну в Европе, то даже тут все плохо. Американцы так не воюют. На всякий случай тут упомянем. Бомбардировки Югославии, шедшие 2,5 месяца, унесли около менее 7000 жизней гражданских и военных. И это самые максимальные оценки. Это за 2,5 месяца. Текущая война уже за месяц унесла больше и, похоже, что существенно. В самой кровопролитной войне после Второй мировой, во Вьетнамской, которая изменила саму историю Соединенных Штатов, в этой войне американцы за 8 лет потеряли 60 000 человек. Эта война нанесла такой урон американской политической системе, что по ее итогам пришлось полностью ликвидировать призывной компонент армии, а войска Соединенных Штатов стали исключительно контрактными. Об этой войне снято множество фильмов, она настоящий шрам на американской истории. Но интенсивность потерь там даже рядом не стояла с нынешними российскими потерями в Украине. Это рассуждение для того контингента, той патриотической аудитории, которая решила забыть, что они люди. Забыть о роддомах, о театрах, в самой близкой нам стране мира. И решил порассуждать в терминах realpolitik. Но даже в этой извращенной логике эта война совершенно проиграна. Да, много фигни американцы творили. Но со Второй мировой так интенсивно они своих граждан не хоронили никогда. Никогда жизнь американского солдата так дешево не стоила. Теперь можно перейти к панораме предыдущего месяца войны. Сейчас мы можем понять, каким, судя по всему, был изначальный план российских властей. Сейчас его обсудим, и обсудим, что получилось, и что может быть в будущем, поговорим об этом. Сначала небольшая реклама. Наша страна стоит на пороге невиданного экономического кризиса. Мы не можем все исправить и одним махом вернуть все как было. Но можно защитить средства от инфляции.
Одна из альтернатив валютным вкладам – это криптовалюта. Криптовалют много, и получить их можно разными способами, в том числе майнить их на собственном компьютере с помощью программы Cryptex. Майнинг аналогичен сдаче квартиры в аренду. Только сдаете вы не квартиру, а вычислительную мощность своего оборудования, получая за это деньги. Раньше это было возможно только для узкого круга людей, но Cryptex сделал майнинг доступным для рядового пользователя и удобным для профессионала. Достаточно лишь установить программу, и больше не нужно устанавливать кучу софта и заводить десяток кошельков, привязывая все сервисы друг к другу. Также с Cryptex не нужно мониторить курсы каждой доступной для майнинга криптовалюты. Приложение сделает это автоматически и будет майнить самую выгодную монету по текущему курсу, а затем конвертирует ее в наиболее стабильную криптовалюту – биткоин. Таким образом, Cryptex обезопасит вас от колебания рынка. Сегодня каждый может запросто запустить Cryptex и выводить деньги, рубли или доллары, прямиком на свою карточку или банковский счет. Ссылку на Cryptex я оставлю в описании. Продолжим. Мы ставим рекламу даже в военные ролики, чтобы могла существовать редакция. Так вот, как выглядел изначальный план вторжения в Украину? В первый день ракетные удары, похоже, должны были подавить силы ПВО Украины, чтобы российская авиация могла чувствовать себя свободно в небе. На севере главной целью был Киев. В Гостомеле, где располагается аэродром Антонов, с вертолетов высадили десант. Задачей десанта было продержаться до прихода основных сил российской армии. Танковые колонны шли с белорусско-украинской границы через Чернобыльскую зону отчуждения, потому что это кратчайший путь к Киеву. После этого, видимо, предполагалось использовать взлетно-посадочную полосу аэродрома для приема бортов с оружием и людьми. Все это в непосредственной близости от украинской столицы. С северо-восточной стороны к Киеву направилась еще одна группировка через Сумы и Чернигов. Вместе они должны были окружить Киев и захватить его. Еще одной важной задачей была блокировка основных сил ВСУ, которые располагались на бывшей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Для этого армии самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали одновременное наступление по всему фронту, а российские войска ударами с севера через Харьков и с юга через Мариуполь должны были окружить украинскую армию, поместить ее в огромный котел и не дать прийти на помощь осажденному Киеву. На юге из Крыма развивалось еще одно наступление в сторону Одессы, через Николаев, чтобы отсечь Украину от моря. Вся эта операция должна была, очевидно, длиться несколько дней. Видимо, ожидалось, что, как и в 2014 году, в Крыму ВСУ не будет оказывать серьезного сопротивления, а жители встретят российские войска, если не цветами, то хотя бы нейтрально. Есть два характерных признака того, что именно таким был план. Во-первых, российские власти с самого начала думали не о военных сражениях, а о том, как обеспечивать порядок на захваченных территориях, в частности в Киеве. Поэтому, обогнав танки, в украинскую столицу в первый же день направилась колонна росгвардейцев, которая была уничтожена в пригороде Киева, Ирпене. А вот снабжение российской армии топливом и продовольствием было организовано из рук вон плохо, потому что, по всей видимости, никто не предполагал, что этой армии придется вступать в тяжелые бои. Спустя несколько дней логистику пришлось налаживать, и колонны бензовозов, растянувшихся по украинским дорогам, стали легкой добычей для сил ВСУ. Судя по всему, предполагалось, что Киев был бы взят, а Зеленский убежал бы на запад, или же его просто убили бы во время штурма здания администрации. После чего привели бы к присяге некого пророссийского ИО, президента, с которым Путин подписал бы какое-то соглашение о денацификации и демилитаризации Украины. Даже говорили о том, что это будет Янукович, живой и легитимный. Этот марионеточный правитель признал бы Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми. План этот оказался нереалистичным. Почти на всех направлениях события пошли не так, как ожидалось российским командованием. Для начала украинские ПВО и ВВС не были уничтожены и существуют и сейчас, спустя месяц. Российская авиация как-то в воздухе действует, но ежедневно теряют самолеты и вертолеты. По украинским данным, сбили уже более сотни воздушных судов российской армии. На севере десантникам не удалось легко захватить Гостомель и аэропорт Антонов. Там были тяжелые бои, в ходе которых, например, погибла Мрия, самый большой в мире самолет. Сам аэропорт тоже был очень сильно поврежден, пострадал, и принимать транспортники теперь не в состоянии. Танковая колонна с севера прошла через Чернобыльскую зону, подошла к Киеву и остановилась.
Дальнейшее ее продвижение грозило бы полной катастрофой и разгромом, как в Грозном в 1995 году. На северо-востоке российские части натолкнулись на упорное сопротивление защитников Харькова. Взять этот город не вышло, а обходить и оставлять его в своем тылу оказалось слишком опасно, поэтому продвижение здесь тоже остановилось. Российская артиллерия приступила к обстрелу Харькова, и мы впервые увидели ужасные кадры попадания снарядов в жилые дома, гибель местных жителей мирных. Впрочем, это было лишь начало кошмара. На юге ситуация до какой-то поры развивалась наиболее благоприятным для Кремля образом. Крупных сил ВСУ здесь не было, и наступление шло достаточно быстро. Уже 26 февраля российские саперы взорвали дамбу, которая препятствовала попаданию воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу. 3 марта войска России и ДНР встретились у Мариуполя, взяв город в кольцо. Началась главная на данный момент трагедия этой войны – осада Мариуполя. За 3 недели осады город фактически стерли с лица земли. Его жители вынуждены прятаться в подвалах от постоянных обстрелов. Там настоящая гуманитарная катастрофа. Нет воды, еды и лекарств. Невозможно даже примерно посчитать количество погибших мирных жителей, но речь точно идет о тысячах человек. Без сомнения, блокада Мариуполя станет таким же символом этой войны, как символом Великой Отечественной стала блокада Ленинграда. При этом российская армия до сих пор так и не смогла взять Мариуполь. Отчаянное сопротивление защитников города и мариупольцев, и харьковчан в Харькове поставили крест на планах создать котел для группировки ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Армии ДНР и ЛНР продолжают пытаться наступать из глубины Донбасса, они что-то там отчитываются регулярно о взятии небольших населенных пунктов, но они не могут прорвать укрепления на бывшей линии соприкосновения, которые создавались украинской армией на протяжении 8 лет. Другая часть российской группировки, выйдя из Крыма, отправилась на запад в сторону Одессы. Теперь, спустя месяц, она находится у Николаева и не может ни взять этот город, ни обойти его. На этом направлении случился главный и, по сути, единственный успех, если можно так сказать, российской армии. Был захвачен и оккупирован город Херсон, областной центр с населением примерно в 300 тысяч человек. Впрочем, в Херсоне постоянно проходят массовые митинги против оккупантов, которые приходится подавлять силой. Пророссийскую власть здесь пока установить так и не получилось, и не похоже, что получится. Текущее положение дел сложилось не сегодня, а еще в первой декаде марта. С тех пор фронт фактически замер, никакого продвижения не происходит нигде, за исключением Донбасса, но и там оно идет очень-очень медленно. Ни российская, ни украинская армия не в состоянии в данный момент совершить перелом в войне. Что же будет дальше? Чтобы это понять, нужно посмотреть на состояние армии России. Российская группировка, учитывая и вооруженные силы, и Росгвардию, на момент вторжения насчитывала около 150 тысяч человек. Еще примерно 40 тысяч состояли в армиях ДНР и ЛНР, 190 тысяч человек в общей сложности. Это меньше украинской армии на момент начала войны. И уж тем более меньше украинской армии сейчас, после начала мобилизации в ВСУ и силы территориальной обороны. Официальные данные о потерях нам объявили лишь один раз, в начале марта. Тогда Минобороны России заявила о примерно 500 погибших военнослужащих. Украинская страна утверждает, что убито около 15 тысяч россиян. Западные эксперты называют цифры от 7 до 12 тысяч. То есть можно принять за какую-то, более-менее понятную оценку не менее 10 тысяч погибших. Это чудовищно много. Всего за месяц потери российской армии уже сопоставимы с потерями в 2 чеченских войнах и в Афганистане. Но эти конфликты длились по 10 лет. Если пересчитать в процентах от общей численности войск, то сегодня каждый день Россия теряет в Украине больше солдат, чем теряла каждый день Красная Армия в годы Великой Отечественной войны. За месяц, по сообщениям украинцев, часть из которых уже подтвердились, погибли уже 6 генералов и заместитель командующего Черноморским флотом России. Это тоже сопоставимо с десятилетней афганской войной и говорит о чудовищных проблемах с управлением войсками. Генералам приходится в ручном режиме руководить на передовой. Так происходит, когда войска не хотят сражаться и без высокопоставленного человека рядом разбегаются, либо отказываются вступать в бой. Все не очень хорошо с техникой и вооружением. Множество танков, артиллерийских установок и самолетов уничтожены. Заканчиваются ракеты. Сейчас Украину уже бомбят ракетами .У, которые были приняты на вооружение еще в 1975 году.
Ракеты были признаны устаревшими и заменены на более современные «Искандеры», сняты с вооружения и отправлены на хранение. Дела со снабжением идут не сильно лучше. Уже привычными стали видеоролики, на которых украинские трактористы утаскивают российскую технику, брошенную из-за отсутствия солярки. Поступают сообщения о случаях обморожения среди солдат вооруженных сил России. По оценкам Forbes, с начала войны у Украины прибавилось 43 танка. В боях ВСУ потеряли 74 танка, но при этом захватили 117 российских танков. И это только танки. Приходили сообщения о захвате украинцами самой разной техники. Кроме того, у российской группировки в Украине, судя по всему, вообще нет единого командующего. Как ни называй происходящее войной или спецоперацией, но должен быть один человек, принимающий оперативные решения о действиях войск и координирующий работу командиров отдельных направлений. Причем это не может быть ни Путин, ни Шойгу. Это должен быть профессиональный военный с соответствующим опытом, занимающийся только этой задачей и ничем другим. Ни эксперты, ни американская разведка не знают, кто же этот человек. То есть он либо не существует, либо никак себя не проявляет. Все это создает две проблемы. Во-первых, и так не очень большая группировка уже существенно сократилась, ведь кроме убитых есть еще попавшие в плен, раненые, они тоже не могут больше участвовать в боевых действиях. Во-вторых, падает моральный дух войск, и они теряют способность решать серьезные задачи и вообще что-либо делать. Поэтому главная задача сейчас для Путина – восстановить хотя бы первоначальную численность и мораль группировки за счет пополнений. В Украину стягиваются все более-менее боеспособные части со всей России, а также из Южной Осетии и, по некоторым данным, миротворцы из Нагорного Карабаха. Наиболее логичным для Кремля было бы вступление в войну белорусской армии. Она насчитывает 45 тысяч человек, то есть в теории может восполнить некоторые потери. Однако тут есть сразу несколько сложностей. Во-первых, белорусская армия использует лишь устаревшую технику еще времен СССР. Во-вторых, у нее совершенно нет опыта боевых действий. А в-третьих, у белорусов полностью отсутствует мотивация участвовать в этой войне, которую совершенно непонятно зачем начал Путин. Белорусы не хотят платить за чужие идеи своими жизнями и превращаться в военных преступников. Были и экзотические идеи вроде привлечения наемников с Ближнего Востока. Шойгу, еще до того, как пропал, утверждал, что 16 тысяч сирийцев готовы отправиться воевать в Украину. Но пока все это остается словами. Решение вопросов с пополнением и снабжением войск требует времени. При этом время работает на Украину. У нее-то как раз нет проблем с формированием мотивированного резерва. Оружие для этого резерва с готовностью предоставляют западные страны. Какое-то время уйдет на обучение и боевое слаживание резервистов. Но уже скоро свежемобилизованная украинская армия будет готова приступить к контрнаступлению. Многие эксперты считают, что Путин будет эскалировать ситуацию, чтобы успеть переломить ее в свою пользу. Возможностей у него для этого не так много. Основная из них – нанесение Украине настолько неприемлемого ущерба, что и руководство будет вынуждено принять капитуляцию. Диапазон здесь довольно широк. Использование химического оружия с попыткой свалить это на украинцев, применение тактического ядерного оружия и, наконец, наступление имеющимися силами на города с причинением максимального вреда жилым кварталам и мирным жителям. Примерно как сейчас это происходит в Мариуполе. Все это, конечно, полнейшее безумие. Бессмысленная война без каких-либо целей, причин или задач. Война агрессивная, позорная. Такая война, смысл которой нельзя будет объяснить никогда, а об участии в ней придется стыдливо умалчивать. Война не только бессмысленная, но еще и проигранная. ВСУ, и это сейчас очевидно, не дали армии России реализовать ни одну из поставленных задач. Достаточно красноречиво об этом говорят вот такие речи пропагандистов. Бровь поднимем, и Украина поймет все. И не надо никаких иллюзий. Возьмем Киев. Ни о каком быстром решении и речи не идет, потому что противостоит армия вторая в Европе после нашей, которая 8 лет готовилась. Россия начала эту войну. Россия виновата в этой войне. Из-за России страдают мирные жители Украины. Из-за необъяснимых и не имеющих оправданий действий российского руководства гибнут российские военные. Еще несколько месяцев такой войны, и Россия останется совсем без армии. Тем временем в России развивается пропагандистская истерия. Буква Z и ее использование имеют все признаки свастики на минималках.
Смысл в нее закладывается, в общем-то, похожий, как и в свастику. Но в связи с полным отсутствием энтузиазма у россиян рисовать ее приходится дворникам, и иначе как на номенклатурных мероприятиях ее не особо-то и встретишь. Ненужная, бессмысленная, безумная кровавая война. Это то, чем Владимир Путин запомнится этому миру. Сколько жизней он еще сможет забрать перед тем, как отдаст в России власть? Это нам с вами предстоит узнать в ближайшие месяцы. До завтра.